Если 7 истин перестали существовать, а вы рассказывали, как они существовали, значит ли это, что они всегда есть и всегда существуют? Прежде всего, давайте подойдем к такому понятию, как сущность. Ведь 7 истин перестали существовать, имеется в виду в сущности. Они всегда присутствуют в своей потенциальности. Перестали существовать. Это периоды. Есть период или цикл, который начинает проявление истин. И есть цикл, который завершает это проявление 7 истин. Истина, как движение света изначального, это его потенциальность и градация. Бесконечное стремление человека к свету обусловлено его высшей природой или принципом. Каждый раз, когда мы приближаемся к свету, он бежит от нас. И когда мы теряем слабый отблеск этого света, тьма сгущается. Это великая борьба между духом и материей за истину или свет. Когда затемняется наш разум, 7 истин перестают существовать. Когда разум проясняется, 7 истин существуют. Все есть дыхание, и это главное, как я понял. В этом и кроется тайна Вселенной. Дыхание единое у Вселенной, космоса, человека. Дыхание означает вечную в ее абсолютности жизнь. И эта жизнь, явленная вдохом и выдохом, согласно импульсу вечного закона законов, согласно пульсации бессознательно в пралае и сознательного в манвантаре, вечная жизнь пульсировала во всех царствах и планах. Значит, дышит все, от минерала до богов. И дыхание это проявляет в силу необходимости потенцию жизни вечной. Дыхание – это жизнь. Форма жизни – это принцип. Принцип – это духовный потенциал или центр физической клетки. И чтобы этот центр начал жить или действовать, нужен импульс огня. Иерархия огня – это элементы огня, воздуха, воды, земли. Это элементы первичного творения. Дыхание жизни – первый импульс этой творческой мощи. Это триада или начало, есть этот импульс дыхания, жизни, космоса, природы и человека. Мост между богами и людьми есть манас. Значит, дыхание жизни есть разум. Если божество непознаваемо, то зачем так много о нем говорить? Это ведь значит, что оно познаваемо? Абсолютное единство всего своей непознаваемости говорит лишь о том, что познать это или то нечем, ибо тогда абсолют перестал бы быть абсолютом. Познаваемое может познаваться именно через принцип непознаваемого божества. Мой взор боль тебе причиняет, твоим крыльям еще не свободно. Это о непознаваемом божестве. Чтобы познать себя, надо очистить свои желания. Он поэтому и бежит от нас, этот свет, при приближении к нему, так как нет возможности познать непознаваемое. Но познать непознаваемым можно. Тогда исчезнет эта боль, и крылья станут свободными. Если непознаваемое божество – дух, то дух, лишенный материи, не имеет проявления, следовательно, не существует. Если все произошло от единого элемента, и элемент рассматривается как единое начало, троичное в своем проявлении, а материя – это энергия. Поэтому, чтобы познать себя или дух, надо очистить эту энергию, материю, чтобы приблизиться к свету, который может осветить потемки нашей души и дать возможность познать или очиститься, обрести крылья разума и стать свободными. Тогда дух может один познать свою тайну, ибо кроме духа тайну его сознания не знает никто. Все укладывается по планам бытия. И ваша мысль, что когда мы сами начнем заполнять своим пониманием планы бытия, то каждый из планов станет беспредельным, несмотря на то, что там изображен только один символ. Как начать заполнять планы бытия? Планы бытия заполнены дыханием вечной жизни, в виде невидимого, согласно программе,
или драме эволюционного процесса в своем самосовершенствовании творческих сил, фахат на плане духовных форм своей потенции – это сила жизни, явлена как потенция творческой мощи. Пан-фахат, пара-фахат, джью, фахат, джива, прана в своей совокупности это есть психическая энергия, основа всего. Признание вечной жизни и есть главная цель эволюции, ибо признание дает созвучие, а планы бытия отзвучат вибрации той, на которую мы настроены, свои проводники, согласно этой музыке сфер. Начать – это иметь возможность приподнять завесу и увидеть множественность в единстве. Возможность эту дает проникновение. Проникновение – это свойство эфира, который есть сущность огня. Он проникающий. И он же поедающий низшее «я», которое сгорает в лучах высшего «я». Понимание или наполнение планов бытия – это проникновение в сущность, которая единая во множестве и множественная в единстве. Применять учение в жизни, исполнять указы учителей, очищать свое низшее «я» высшим «я» ради общего блага. Этими и открываются символы. И каждый из них беспределен. Каждый семинар вы касаетесь вопросов времени. Это главное в изучении станции дзян. Время – дверь в тонкие и огненные миры, требующая от человека осознания временного, и тогда продолжительность станет его проводником в состояние сознания безвременности, беспредельного всего или бессмертия. Изучая станции дзян, нам предоставляется этот ключ от двери времени к бессмертию. Время – это эффект духа, возникновение сознания, которое определило цикл. С этого начинается движение дыхания и завершается исчезновением времени. Карма человека также начинается с начала времени. И жить свою карму во времени – это главное. При отягощении кармой нельзя стать учеником. Карма, которая на изжитии, может позволить стать учеником. Победа над временем – это завершение кармы. И если сложное время состоит из составных чисел прошлого, настоящего и будущего, тогда простое время из чего состоит? Простое время отличается от сложного времени тем, что он символизирует мгновение сейчасности, необходимого сейчас, действия или проявления согласно эволюционной мысли плана Бога. Сложное время – это дифференциация. Время простое – это отсутствие дифференциации. Время сложное – это внешнее проявление. Время простое – это внутреннее состояние или продолжительность. Это так же, как два выражения духа. Внутреннее выражение духа – огонь и свет, выходящий за пределы и становящийся дживой, душою творения. И внешнее проявление, которое обнаруживает себя сиянием или лучом. Ведь Бог есть простая духовная природа, не допускающая в себе никакой сложности, потому что она есть его источник. Когда есть с чем сравнить и провести аналогию, действительно приходят хоть какие-то образы. Так развивается абстрактное мышление. Как я понял, оно необходимо для правильного изучения тайной доктрины. Первой ступенью является развитие воображения, ибо это первая ступень к силе крия-шакти. Крия-шакти является образное мышление. И с помощью этого образного мышления, следуя изложению в тайной доктрине, мы обретаем опыт. Поэтому необходимо быть учеником одной школы или одного учения до полного понимания системы. Так и в любой религиозной системе необходимо достичь сути. Мыслетворчество, как развитие абстрактного мышления, происходит от понимания. Когда отсутствует страх и возникает свобода мысли, это свойство проникновения за ограничения формы.
Важно, чтобы ментальные процессы не были оторваны от жизни, а были слиты с нею. Нить Антахкараны отвечает за эту связь, когда импульсы изнутри и извне проходят по этому мосту, позволяя человеку мыслью творить в этом синтезе. И тогда сияющий лик, а это творческий логос, посылает свои лучи. Вы рассказали о множестве понятий в этой шлоке. И 3 аспекта Абсолюта. И время, и монада, и фахат, иерархия Тхьян Когана, разум, раса, круги, и символы, и числа. Неужели это все есть в этой шлоке? Все перечисленное в своей потенциальности, для нуминальности и феноменальности своего присутствия есть в этой шлоке. Все есть, и всего этого еще нет. Важно понимать метод, которым написана тайная доктрина. Ведь в самой первой шлоке, где нет ничего, кроме Абсолюта, Елена Петровна Блаватская описывает разные состояния и понятия, дает множество информации от непроявленного до физического проявления. Тем самым происходит оживление абстрактных образов, и несказуемое становится сказуемым, и наоборот. Этот метод в великой связи бессмертия в каждом проявлении космоса, природы и человека. Так мысль наша научается мыслить внутри и вовне, осуществляя проходимость импульса или электрических проводников эфирной субстанции, проходить и вниз, и вверх. В научных докладах, представленных на семинаре, много информации. Ее также необходимо изучать, как и сами станции Дзян. Информация дается для размышлений, как еще одна возможность для нового привлечения элемента для нашего внимания и воображения. И как следствие мы имеем дополнительную возможность для расширения сознания. Для такого вмещения необходимо изучение тайной доктрины. Каждый должен научиться мыслить самостоятельно. Но это не значит, что он должен отрицать другие мысли. Любая высказанная идея, мысль, воображение и мышление свободного человека даст свое сочетание, расширит в более полном объеме свою собственную мысль, не лишая ее индивидуальности. Это великий закон взаимодействия и сотрудничества. Кала-чакра много раскрывает в приложении знаний тайной доктрины. Можно ли сказать о кала-чакре, что это медитация? Кала-чакра собираемая есть лаборатория, в которой опытным путем прилагаются элементы для трансмутации и трансформации согласно времени необходимости прошедшего для будущего сейчас. Значит, кала-чакра дает и является кратчайшим путем к дальним мирам, то есть обрести синтетическое сознание, другими словами, умение жить сейчас в созвучии с космической мыслью эволюции. Все есть медитация, только либо сознательная, либо бессознательная. Кала-чакра есть следствие собирания символического языка дзян в тайной доктрине. Она отображает систему в ее медитативном аспекте. Кала-чакра как система качества времени или качества сознания имеет наглядный пример возможности работы со своим собственным сознанием, развивает внимание, наблюдение, раскрывает символы. Кала-чакра – это процесс, это движение времени. Быть в нем и знать его – это достояние богов. Медитация – это осознанное действие на самом пике событий. Огненное действие через чистый проводник огня – это естественная медитация. Все остальное – это ловушки ума, это механика. И это есть обратный отчет от истины. Медитация – это сейчасность действия. Оно отображает новую эпоху. Медитация без знаний ложна. Знания, приложимые в действие, это медитация. Знаете, как учитель пишет, что даже созерцание тела аватары, тела Нирманакаи дает мало. Какой будет итог воздействия этого события на конкретного человека, будет зависеть только от его собственных сознательных усилий. Поэтому усилия в качестве исполнения, качество жизни, ответственность действия и есть медитация.
циклы, которые озвучены в шлаке и на семинаре, насколько это важно для человека обычного? Циклы и периоды, круги и расы, как возрастная психология, касается всего и всех, будь то сверхчеловек или средних способностей понимания человека. Обычный человек все равно мыслитель, а значит, он мыслит согласно времени, цикла, века, года, месяца, недели, день, час, минута и так далее. Значит, он вовлечен в эти части времени. Согласно им он и живет. Нужно только найти причину времени, которая находится в продолжительности. И тогда обычный человек обретет знание и станет обычным человеком с большой буквы, радующимся жизни вечной. Насколько важны для человека периоды бодрствования и сна? Все имеет свое значение и свою важность. Главное воспользоваться этими возможностями. Когда приходит время отдыха и покоя, отбросить все прошлое и дать своим проводникам возможность взаимодействия с тонкими мирами, качественного взаимодействия. А когда приходит цикл активности дня, дать своему телу в форме качественное и достойное исполнение работы. Ведь тело является единственным инструментом человека для накопления новых духовных возможностей. Так порадовали докладчики все, особенно научный подход к исследованию тайны доктрины. Как вы считаете, наука сделала шаг к изучению тайной доктрины, или это теософы-ученые сделали шаг к науке? Наука приближается семимильными шагами к тайнам бытия и частично, а где-то и синтетически приближается к эзотерическим знаниям, выходя за пределы очевидности. Например, расщепление атома в том, что говорится в тайной доктрине Елены Петровны Блаватской. В атоме творческая мощь Фахата. Но не следует обольщаться, ибо это атом проявленной Вселенной, феноменального мира, невидимого видимым земным зрением. Не бывает движения в одну сторону в пространстве. Есть импульс или побуждение, которое пробуждает движение. Начало собирает, и возникает дуальность. Так наука имеет движение к теософии, ибо теософия дала импульс возникновения этого шага к науке. Чем кармический узел отличается от самого закона причинно-следственной связи и как это связано с реализацией неведения? Отличается тем, что узел вяжется человеком Земли, а закон причинно-следственной связи, как закон бытия, включает в себя все доступные и недоступные узлы. Великая майя или иллюзия, как в том, так и в другом случае, основана на неведении. Закон причинно-следственной связи – это гармония. Кармический узел – это нарушение этой гармонии. Неведение – это начало кармы. Реализация неведения – это завершение кармы. Какое чувство единения возникло на этом семинаре? Хотелось до каждого дотронуться и сказать слова благодарности. Очень мощная энергия семинаров, очень серьезный уровень подготовки докладчиков. Большое спасибо всем за эту радость, которую вы доставляете всем нам, делитесь своими знаниями. И я подумал, вот это возникновение чувства единения, может быть, и есть главное в этих тайных знаниях? Безусловно. Сказано в учении Махат: общение и счастье на земле. Мы все в такие периоды созвучали в своем едином порыве и ощутили сопричастность к общей идее, объединяющей нас. Но мы должны усвоить то, что сила, сплачивающая нас в единое целое, может быть достигнута индивидуальностью в самом себе, внутренним собеседованием, как ученик с учителем. Это созвучие дает состояние единства, и оно есть высшая ценность на Земле. Действительно, этот семинар был особенным. Появилась энергия, которая объединила сознание. Ведь действие магнита или фокуса обуславливает течение эволюции. Сантана есть
течение потока. Единение возникает тогда, когда этот поток не прерывается никем и ничем. И можно пройти сантану по сердцу, когда возникает чистая сердечная энергия. Тогда поток не прерывается и возникает единение.